Всем привет, друзья! Сегодня в видео мы изготовим простейший циклон для сбора опилок, стружки. Нам понадобится вот таких два водопроводных колена. Цена каждого по 16 гривен. Тут сейчас появится у вас в долларах, чтобы вы понимали. Есть резиновое уплотнение с одной стороны, а тут колено просто голое. Потом два таких резиновых уплотнения с отверстием. Сразу буду показывать, насколько что. На 50. На 50. Здесь у нас отверстие тоже на 50. Этих два уплотнения ставятся вот так. Для того, чтобы уменьшить диаметр. Возможно, в магазинах есть и с меньшим диаметром. Я думаю, есть с меньшим диаметром. Но у меня не оказалось. Взял так и таких вот два уплотнения. Потом у меня есть вот такой старый от советского еще пылесоса. Шланг нормальный, не битый. Правда, тут соединение еще такое вкручивалось на резьбе. Ну, судя по всему, у нас вот это снимается. И мы, возможно, его просто сейчас снимем. Какая система была в советских пылесосах, посмотрите. Хомут с резьбой. С двух половинок. С одной стороны разделенные. Раз. И тут два выступа, чтобы заходили вот в эти части. Вот такой патрубок. С этого же шланга. Обычная изолента, куда же без нее. Я думаю использовать ножницы еще. Ну и самое главное. Вот такое ведро. Ведро 20-литровое из жести. И обязательно с крышкой под обруч. Там есть уплотнение, как видим, мягкое. Сейчас покажу ближе. Ну и обруч. Стягивается очень хорошо. Пропускать оно не должно. А так выглядит ведро изнутри. 20 литров. На самом деле я купил таких ведра 2. Для того, чтобы в одном сделать отверстие для циклона. А это будет вспомогательное. Оно взаимозаменяемо, поэтому все будет нормально. Берем нашу крышку. Жесть. Ну, довольно тонкая. Я не знаю. Конечно, нужно бы было использовать коронку, но покупать ради того, чтобы сделать два отверстия, ну не знаю. Решил попробовать таким вандальным способом, ножницами. Сейчас черчу, просверлю отверстие и попробую вырезать ножницами. Что нужно сделать? Вот этих два у нас патрубка, два уголка. Один обязательно, тот, что идет на пылесос, должен размещаться по центру. Таким образом делается вот здесь отверстие. А второй делается с краю, но таким образом, что он будет размещаться вот так в сторону. Соответственно, в центральный мы вставляем шланг от пылесоса.
То есть кто-то может подумать, что оно очень маленькое, туда не пролазит. Видите, свободно, там хватает запаса. Можно даже вот так надеть и просто вставлять вот так. Есть. Уплотняется хорошо. Раз, там. Надеюсь, видно. Берем сверло, на самом деле разница какой диаметр нет. У меня 9,4. Начнем с центрального. Но мы его сейчас чем-то поправим. Когда я его так вырезал, его можно подгинать по кругу. Сейчас все покажу. Еще раз повторюсь, у кого есть коронка под диаметр вашего патрубка, вообще просто раз пробили, да и все. Но это видео подойдет для тех, кого самый, так сказать, минимальный бюджет. Еще раз повторюсь, это стоит 16 гривен. Ведро стоит 89 гривен. Вот это, в принципе, все затраты. 2 по 16, 89. Сейчас будет в долларах на экране. Изолента, можно термоклей, еще что-то, что у вас есть. Проверяем. Отлично. Фиксируем. Можно использовать зачистной по металлу. Можно даже попробовать отрезным. Им тоже можно, в принципе, вытереть. Можно лепестковым. То есть суть заключается в чем? Сейчас я ставлю на болгарку, зафиксировал. И вот это вот, что я подогнул, эту корону из остатков, я просто сейчас счищаю. Все, не надо покупать никакую коронку. То есть вариант для тех, кто хочет сэкономить. Ну и средства защиты не забываем. Ребят, как мы видим, да, оно не идеально ровное, но это быстро. Вот и все. Теперь примеряем. Отлично. Плотненько. Что еще нужно? Делаем следующее. Вот этот раз получилось так. Намного аккуратнее. Пробуем его оттуда достать.
Вот что у нас получилось. Примеряем это. Пылесос у меня Керхер VD3P. Обычный фильтр. И стоит обычный самый простой бумажный мешок. Вставляем часть от пылесоса вот сюда. Сейчас покажу, как оно реально хорошо тянет. Вот я включаю. Даже крышка начинает прогинаться, смотрите. Я думаю, будет видно. На самом деле это можно не снимать, это я для удобства, чтобы вам показать. Снимаем обруч. Смотрите, ребят. Вся эта тырса. Вот она где. Отличный вариант, бюджетный, самое главное, практически незатратный. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, оцените. Также поделитесь в социальных сетях со своими друзьями. Вы этим мне поможете. Ваш просмотр, лайк, все это продвигает мои видео. Спасибо за поддержку. Не болейте и до новых встреч.